Это тоже для того, чтобы удобно было брать, чтобы она не соскальзывала с руки. Потому что изначально вот эта ручка была как трапеция, знаете, как слитки золота заливают вот такой вот формой. То есть ее невозможно было взять. То есть соскакивали руки. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Как говорится, никто не застрахован от ошибок. И я также от них не был застрахован. Совершил такую небольшую оплошность. Я заказал чугунную плиту, весь набор чугунного литья для своей печки на Рубцовском литейном комплексе. Выбрал плиту. Из двух плит я выбрал одну. И вот одна маленькая буковка, на которую я не обратил внимания, и привела к этой ошибке. То есть я приобрел плиту для печки под казан, которую используют на улице. То есть все вот эти выступы, вернее, получается, маленькие проемчики между казаном и чугунной плитой, это сделано специально для того, чтобы горячий воздух выходил через эти отверстия. Понятно, что и дым, и огонь, все будет вылетать через эти проемы и будет греть казан. Но эта плита не подходит для закрытых беседок, для закрытых помещений. У меня беседка полностью закрыта, будет полностью застеклена. Я буду круглый год в ней пользоваться своим комплексом барбекю. Буду на казане готовить, в мангале. Поэтому мне очень важно, чтобы дым весь уходил в трубу. Естественно, такая плита мне не подходит. И вот чтобы избежать дальнейших затрат и всех этих процедур, возврата, получения новой плиты, я решил сделать просто. Я решил самостоятельно решить эту проблему. Как, в принципе, обычно я и поступаю. Решаю свои проблемы сам. Значит, сначала была мысль срезать болгаркой. Я понял, что это сделать очень сложно, потому что диск-то он по прямой режет, а мне надо радиус выдерживать. И как это все будет, тоже непонятно мне было. Увидел в интернете на ютубе ролик, как один парень электролобзиком распиливает швеллер. 1,5 сантиметра толщина стали, и он этим лобзиком, понятно, пилочка по металлу, он как утюгом раз и отрезал. Решение, как говорится, было найдено. Я приобрел пилочки по металлу, лобзик у меня есть. И сейчас посмотрим, что у меня получится, как я справлюсь с данной задачей.
друзья, я в общем не знаю, в чем дело. Либо я пилочку не такую купил. Девушка-продавец мне подсунула ее, сказал по металлу. Вот такая пилочка. Все ее берут. Либо же руки у меня откуда-то не оттуда растут. Ну, в общем, что там говорить. Вот. Вот этот инструмент. Самый незаменимый. И вот таким вот диском маленьким я это сделал. Ну, пока что только один зуб я спилил. И потихоньку буду продвигаться. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 штук осталось. И все, плита будет готова. Осталось 3 вот этих выступа спилить. И все, плита будет полностью готова. Еще небольшой такая доработочка. Значит, вот эту вот ручку я сточил, сделаю более плоской, еще такие выемки как бы пропилил. Это тоже для того, чтобы удобно было брать, чтобы она не соскальзывала с руки. Что, друзья, вот вы посмотрели такой видеоролик, как подготовить плиту чугунную Рубцовского литейного комплекса, если вы купили плиту для улицы, а не для беседки. Вы посмотрели, как я справился с этой задачей. То есть вот я вам показал 2 основных способа. Один способ спиливать прям целыми вот такими сегментами. И второй способ нарезать по полсантиметра, кусочками прорезать и сбивать кирочкой. Оба способа действенные. Значит, еще я также пытался лобзиком. Купил разные пилочки по металлу. В общем, все это фигня. Никакие пилочки не справляются. Это очень сложный момент был. Лобзиком отпилить такую толщину чугуна. Тем более это чугун не простой, а такой вот он какой-то закаленный, я даже не знаю, ну, очень вязкий, очень прочный чугун, поэтому я все это делал болгаркой. И, друзья, еще вам небольшой совет, когда вы собираетесь построить печку под казан, и вы купили плиту чугунную, неважно, каких вы размеров купили плиту чугунную, вы должны будете при раскладке первого ряда спозиционировать чугунную плиту на месте, положить ее, обрисовать, отчертить и собрать на сухую топку вашей печки с таким расчетом, чтобы кирпич огнеупорный выпирал не более 5 сантиметров вокруг плиты чугунной. С таким расчетом это делается, чтобы финишное покрытие, ну гранит, не опирался на этот кирпич, а опирался только на облицовочный кирпич. То есть он опирается на облицовку, а там, где кирпич огнеупорный, он там ни на смесь, ни на что не должен опираться. Если вы туда наложите смесь, и у вас печка при нагревании будет подниматься, она просто этот гранит оторвет, гранит сломается. Поэтому, когда вы раскладываете топку под вашу чугунную плиту, кирпич огнеупорный не должен сильно выпирать за ее пределы. Если у вас плита чугунная будет опираться всего 2-3 сантиметра на кирпич, да, и он будет почти весь вот так выпирать за пределы чугунной плиты, то вам придется, ваша плитка, да, или гранит, они просто будут в воздухе висеть. Может и лопнуть, и все что угодно. То есть размеры чугунной плиты, они задают размеры топочной камеры. Чем больше размер чугунной плиты, тем больше размеров казан вы сможете туда поставить. Маленькая чугунная плита, соответственно, маленький казанок.
Это вы должны иметь в виду. В чем разница размеров чугунной плиты. Не только ее размеров, но основная размеры это вот именно размеры казана, которые вы можете туда поставить. Размеры моей плиты 70 на 70 сантиметров. Есть еще больше 75 на 75 сантиметров. Это уже вообще премиум класса 75 на 75 сантиметров. Она полностью перекрывает всю топочную часть огнеупорных кирпичей. То есть у вас ложится плита на печь под казан, и практически остается только зазор вокруг гранита, и, между гранитом и чугунной плитой. Все остальное будет занимать именно чугунная плита. 22-литровый казан туда свободно входит. Очень хорошие плиты. Но вот 70 на 70 тоже очень хорошая плита. Ее максимальный размер самого большого кольца вот 48 сантиметров получается. Вообще можно даже вот 75 на 75, там, по-моему, даже 50 сантиметров максимальный размер обруча. Получается, максимальный размер не обруча, а самого большого кольца. Получается, что казан, вот у меня здесь он торчит 3 сантиметра от высоты плиты чугунной, а в 75 на 75 сантиметров казан вообще практически ложится на чугунную плиту, тем самым максимальная его площадь находится в топочной камере, то есть кипит полностью по всей площади казана. И еще один момент: над казаном обязательно надо вешать, ставить зонт. Обычный зонт такой же, как ставят над обычной газовой плитой дома. То же самое надо и здесь делать. То есть дым от дров будет уходить в трубу мангала, а пар весь от готовки, от приготовления блюд, весь пар должен уходить в зонд. Этот зонд прорубывается дырка на улицу, либо в эту стенку, либо в эту стенку, либо в потолок. Никаким образом не в мангал, потому что в мангале дым от дров, а здесь будет идти чистый пар или гарь там от котлет, от рыбы, от масла растительного. Она должна выходить, вся эта гарь, через свой дымоход, то есть дырку в стенке прорубывать. Вот в принципе и все такие основные вещи, которые я хотел рассказать в этом ролике. Так что, друзья, хотите собрать проекты по рядовке на моем сайте, mangalyplamya.ru, проходите на этот сайт, выбираете проект, который вам понравился, приобретаете его и собираете барбекю своей мечты. Так что, друзья, бережем свое здоровье и здоровье своих близких. Все. До встречи на моем канале в моих новых видеороликах. Всем пока.